Полная темнота. Где мой телефон? Так, есть телефон. Фонарь. Где фонарь? Не знаю, вы сейчас смотрите, не поймете, что происходит. Сейчас картинка появится, не переживайте. Так, где мой фонарь? О, фонарь много не помог. Ага. Воу, у меня освобождают, есть. Итак, меня освобождают. Как вы думаете, где я был? Вот они. Я выбрался. Меня освободили. Тушим фонарь. Погасни. Как думаете, чего я оттуда выбрался? Потому что у нас сегодня вот такой автомобиль. Renault. Кто-то зовет Символ, кто-то говорит Символ. Еще есть Clio. Примерно одно и то же. Почему я был именно там? Потому что у этой машины есть одна интересная особенность. Это именно ее багажник. Багажник, скажу вам честно, размером как у Passat, наверное. Просто он огромнейший. Здесь, наверное, поместится 2, а то и 3 человека даже. Он просто огромного размера. И если мы завернем туда, у нас здесь еще есть газовый баллон. Смотрите, у нас, то есть, если бы не газовый баллон, тут была бы полноразмерная запаска. И огромнейший багажник. И самая интересная особенность этого багажника в том, что здесь, если вы туда попали, то вы оттуда уже не выберетесь. Здесь нету никаких ручек, ничего вам не оставили здесь абсолютно, как в американских машинах. Здесь нет ничего вообще, нету никаких ручек, чтобы сложить спинки сидений. То есть, если вы туда попали, вас должен только кто-то оттуда освобождать. Другого пути у вас нету. Ну, либо пытаться выбить как-то спинку, но вряд ли вы это сможете сделать. Так же, как либо расколупать как-то обшивку и пытаться вскрыть, но здесь электрозамок. Здесь просто петля, здесь электрозамок. Все. Вы туда попали, пути обратного нет. Поэтому вот отсюда мы начинаем. С вами Вадим и Renault Символ. Поехали. Итак, сегодня у нас такой зимний день. Я вчера уже так настроился, была погода, солнце, все начало таять, весна приходит. Потому что, зима, я думаю, нам всех сбивает с толку. Ничего не хочется делать, мы все сонные. И вот погода, сегодня мы настроились снимать, и у нас опять вот туман. Ну ничего, итак, автомобиль Renault Clio, либо Символ, они примерно одинаковые. Что хочется сказать по этому автомобилю? Понятно, мы ничего здесь вам сверхъестественно не будем рассказывать. У нас никаких краш-тестов, ничего подобного здесь не будет. Это автомобиль простой, для простых людей, таких как примерно мы. Либо для непростых людей, но которые не любят какие-то понтоваться, чем-то там выделываться как-то. Просто брать, ездить. В чем плюс автомобиля? Плюс в том, что это у нас довольно-таки свежий год в сравнении со многими. Это у нас 11, да? Это у нас 2011 год. Оптика обычная, все простое. Пока мы здесь стоим, сразу глянем на мотор. Так, я здесь уже забыл. Ага, нашел. Здесь кто-то забыл салфетку. Так, что вам сказать здесь? Здесь у нас, конечно, рабочий вид у нас автомобиля здесь. Опять же, обычная реношная система. Как и у нас так получается уже, не знаю, которая подряд Renault. Несколько штук уже подряд. Здесь у нас стоит один из самых мелких представителей двигателей ихних. 1.4 бензиновый.
Здесь у нас еще есть газ. Машина очень экономичная получается. В чем мне лично не нравится автомобили Renault, это я вспоминаю в принципе каждый раз. Вот это ихнее все расположение здесь деталей. Вам надо поменять ремень ГРМ. У вас вот подушка, висит мотор на ней. Здесь все резьба алюминий, вам его надо подцеплять, либо поддомкрачивать снизу. Вы откручиваете подушку, потом только лезете до ремня. Соответственно, услуги на вот это обслуживание поднимаются в цене немного. Но это не такая проблема, потому что автомобили довольно-таки неплохо ходят. И эти двигателя, кстати, тоже. И поэтому лазить туда очень часто не приходится. Но вот именно удобство, вот это вот расположение, я люблю автомобили, где более все как-то свободно. Хотя, чем дальше мы идем по времени, приходят современные машины, все как-то теснее, все больше закрывается, чтобы обычный человек туда уже не лез. Но у нас автомобиль сегодня простой, поэтому мы на это обращаем внимание, потому что мы такие люди, которые туда все равно полезет. Итак, что касательно линейки двигателей на этих автомобилях, то их было довольно-таки много. Двигателя такие использовались на автомобилях Clio, Kangoo, Sandero, Logan, ну и в том числе на Renault Symbol. Были варианты 1.2, 1.4, 1.5 был дизельный вариант. В нашем случае используется средний вариант, который один из самых распространенных. Это K7J на 8 клапанов, 75 лошадей. Значит, еще были варианты с автоматической коробкой передач. У нас здесь простая механика. Соответственно, это нам удешевляет эксплуатацию. Значит, эти двигателя были рассчитаны на топливо 92. Это еще удешевляет его использование. И еще один интересный момент, то что у нас здесь всего одна катушка зажигания. Соответственно, это тоже удешевляет эксплуатацию этого автомобиля, потому что, заменить 4 катушки, либо одну, сами, думаю, все прекрасно понимаете. Двигателя здесь, в общем, как и у всех автомобилей Renault, каких-то критичных вещей не наблюдается. В общем, они ходят довольно надежно и просто. И этот автомобиль мы именно откопали для того, что часто люди спрашивают про то, какие же автомобили, вот есть такие простые, там до 5, до 6 тысяч, чтобы взять кататься. Некоторые берут для такси, там еще для каких-то вещей. Вот это именно один из тех вариантов. И если вам интересно, какие еще есть автомобили по цене 5-6 тысяч, у нас было недавно видео. Оно у нас появится, наверное, в этом углу уведомления, по которому вы можете прийти посмотреть топ-5 автомобилей до 5-6 тысяч. Либо ссылки, где там будет в описании внизу, если вам интересны такие варианты. Здесь по мотору мы примерно все увидели. В остальном, что здесь рассказывать? Все элементарно просто. Кондер, усилитель, все как должно быть. Плюс этого автомобиля его доступность по стоимости. Даже на сегодняшний день это будет там около 5000. До 5 можно, если постарее погоду, там попроще, до 5 можно найти. Около 5000 долларов. Что вы можете взять в этой цене примерно? Ланос там близкий где-то, может быть дачу какую-то. Ничего особо и нету такого. Здесь у вас есть кондиционер, здесь есть усилитель руля. Огромнейший багажник. Багажник здесь это просто какая-то особенность этого автомобиля. Они как-то расположили здесь вот эту вот линию всю. Салон получился сзади, места небольшие. Смотрите, вот я здесь, если располагаю. Вау. Я получил уже по голове, что-то не то, наверное, сказал. Смотрите, в принципе, места хватает. Спереди там обычно нормальное место. Все, вот как бы просто сидеть, да. Понятно, у нас нет ни подлокотников, ничего такого тут нету. Но сижу я, в принципе, вот так. Но если вы ростом уже повыше, чем я, туда ближе к 2 метрам, вам уже будет, наверное, тесновато здесь сидеть. И вот эта вот линия, да, вот даже просто, вот я цепляюсь уже головой. Поэтому тут надо поосторожнее заныривать. Но при этом багажник огромнейший сделали. Реально, вот был Passat американец. У нас тоже был обзор, который все раскритиковали конкретно. Потому что это был первый обзор, который я попытался сделать. Возможно, я в будущем вообще удалю.
Багажник в этом Passat был примерно такого же размера. Поэтому вы ездите на автомобиле, который стоит в 3 раза дешевле, а перевозить можете примерно столько же, при этом гораздо экономнее. Кстати, а что у нас здесь? Ну, как и следовало ожидать, здесь у нас обычная балка, 2 мортера, 2 пружины. Ну, все, обслуживаться будет вам просто копейки. Место за рулем. Значит, смотри, я уже пригинаюсь, потому что, чтобы не получить еще раз. Электрозеркала, электростекла, передние, правда, задних тут нету. Но, вот смотрите, я только что сидел там, вот я сижу здесь. Здесь как-то уже немного посвободнее, чем сзади. Довольно-таки широкий и удобный руль. Самое, что меня удивило, здесь тут даже пищалки есть. Здесь у вас опять же вот эта реношная система по клавишам, такая же, как у сценника нового, оно продолжается. В принципе, можно сказать, что у вас мультируль. Но они вот это расположили не здесь, они расположили это вот здесь. То, что другие лепят сюда, они сэкономили на шлейфах, на вот этих всех, чтобы ничего это не было. И расположили все здесь, поэтому управляете вы акустикой и так дальше, все отсюда. Высота надо мной сколько здесь? Ну, сантиметров, наверное, 10 будет. Вот, плюс выше опять же можете... О, тут все наоборот. Ага. Вы можете подрегулировать себе. Это у нас... Ага, это мы уезжаем. А высоты здесь нет, да? Есть, да? Здесь у нас есть высота. А, я понял, как она работает. Как рычаг. Да. У вас есть регулировка по высоте. Ну, регулировка по длине, понятно. И спинка, все. Никакой у вас поясничной поддержки тут не будет. И регулировка руля по глубине нету, да? Только вот так, да? Ага, все. Регулировка у вас только по высоте здесь. Как я выгляжу? Серьезно? Скажу вам честно, сидеть вообще как бы... Как я сказал, современные Жигули, то Жигули как бы тут и рядом не стоят. Посмотрим на клиренс автомобиля. У нас тут есть такие тайные дороги. Как вообще мы тут проберемся через этот весь путь? Итак, смотрите, значит, что я вам хочу сказать. Автомобиль вообще, я на нем катался уже неоднократно. И сегодня я уже сел вот покататься вам вообще для видео. И загнал его специально на вот такую ухабистую местность. Покататься по снегу, по всем буграм. Вот. Рассказать вам вообще про этот автомобиль, как он ездит по этой дороге. И чтобы вы просто поняли... Клиренс у него реально очень высокий, огромный. Это, ну, если вы находитесь в какой-то такой, может быть, сельской местности. Может быть, вы находитесь где-то в каких-то... Сейчас мы разменемся здесь с автомобилем. Вот. Так, мы разминулись. Если вы находитесь в какой-то такой вот местности, где не особо может быть хорошей дороги, еще что-то, кидаете хорошую резину, реально, вот я катаюсь сейчас, когда зима у нас, намело снега, ну так сантиметров местами там 30-40, и автомобиль проскакивает вот эти все места очень легко, без какого-либо там напряжения. Вот сейчас мы ездим, я не знаю, может быть вам тут будет видно, какие у нас тут тропы и дороги. Вообще без какого-либо
на напряжение мы проходим эти все места, поэтому что я могу сказать? Ну, за этот автомобиль сложно что-то рассказывать сверх такое, ну, что можно вытянуть из чего-то простого, как бы. Ну, здесь самый базовый набор, который вам будет необходим для такой просто комфортной езды. Опять же, понятие комфорта у всех растяжимое. Кому-то надо сверхпонты, кому-то просто перемещение. Вот это автомобиль для тех, кому надо просто сел, перебрался с точки А в точку Б, с кондиционером, с печкой, там, со всеми делами. При этом вы едете, ну вот, реально, что там. Хочу сказать, едет просто клиренса здесь вот так вот. Проходит все... Ой, за нами кто-то едет, сейчас текаем с дороги. Сейчас я уйду с дороги. Ага. Даже смотрите, что я хочу сказать. Покатался, клиренса хватает просто вообще без всяких проблем. Если вы находитесь в какой-то такой полусельской местности, в сельской местности, и как бы вы устали постоянно ремонтировать какие-нибудь Жигули, да, они ремонтируются в каждом гараже, но вопрос в том, что их надо постоянно ремонтировать. У меня был не один Жигуль, у меня их было огромное количество, это постоянные ремонты. Вот этот вариант, свой хороший кусок выбегает без всяких проблем. Поэтому, если вы найдете невыхоженный вариант, опять же, не убитый там после какого-то сверхтакси, как часто любят их использовать. Опять же, если катаются на таких автомобилях таксисты обычно не берут те варианты, которые будут сыпаться у вас просто как непонятно что. Это еще один просто плюс, указатель на то, что автомобиль неплохой. Поэтому вам выбирать. Думайте, мы вам показали вот так вот. У нас нет цели его кого-то продать, вам впарить или еще что-то. Мы просто показали вам автомобиль, чтобы вы увидели его поближе. Как вариант, который можно рассмотреть. С вами был Вадим. Всем добра и пока.